Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители канала Ярпрут. В этом ролике я хочу показать одно очень неожиданное последствие замора рыбы. Чего-чего, а этого я никак не ожидал. А также во второй части ролика я покажу, как и чем я снова зарыбил свой пруд. Ну да все по порядку. В конце апреля, когда сошел лед, пришла пора чистить пруд от накопившегося мусора. Прошлогоднюю траву ветром прибивает к берегу, так что ее удобно удалять при помощи граблей. Вообще удалять длинный мусор из пруда удобнее именно граблями, а не сачком, так как мусор сам сваливается с зубьев граблей, стоит только перевернуть их зубьями вниз и потрясти. Сачок же придется каждый раз вытряхивать руками. Сачком лучше всего удалять мелкий мусор, такой как тополиный пух, семена сорняков, короткая трава после кошения с берега и так далее. Также граблями можно удалять мусор со дна у берега, дохлых лягушек, не знаю по какой причине, но какая-то часть лягушек не перезимовывают в пруду, даже если в нем не было замора. Поэтому каждую весну их приходится вылавливать, дабы они не портили воду и вид пруда. Наступил май. Яркое весеннее солнце быстро прогревает воду. Пруд тут же зарос нитчатыми водорослями. Такого поворота событий я никак не ожидал. Пруд стал быстро превращаться в заросшее болото. Как говорится в известном фильме, все, что не нажито непосильным трудом, все же погибло. Прекрасный пруд с разноцветными карпами и кувшинками на глазах превращается в грязную лужу. Бедная Яппи, вся покрытая тиной, греется на солнышке. Водоросли зацепляются за панцирь, а на солнце высыхают, образуя плотную корку. Хоть Яппи и болотная черепаха, но вряд ли ей нравится такой поворот событий. Тина явно мешает ей плавать в пруду, как сети, наматываясь на лапы и не давая грести ластами. Вообще водоросли – это одноклеточные или многоклеточные простейшие растения. Клетка нитчатой водоросли прикрепляется к поверхности под водой и начинает активно делиться, и каждая следующая клетка крепится к предыдущей. Так и образуется тонкая ниточка. И когда этих ниточек вырастает много, образуется тина. Когда я покупал карпов у одного из разводчиков, он сказал, что сначала в свежевырытом пруду карпы будут нормально зимовать, но со временем, по мере того, как будет накапливаться ил на дне, он будет гнить и произойдет замор. Жаль, что этот рыбовод не вел свой видеоблог, дабы другие люди могли избежать данной участи. Поэтому я и веду этот канал, чтобы вы могли избежать многих ошибок и подводных камней. Итак, с прудом надо что-то срочно делать, пока он совсем не зарос. Первое, что приходит на ум, это удалить водоросли механическим способом. То есть, так же как и траву, просто убрать тину граблями. Для этого к 3-метровому бруску 40 на 20 я 3 саморезами привинтил черенок граблей, предварительно засверлив под саморезы отверстия, чтобы черенок и брусок не треснули. Получились грабли на длинной ручке 4 метра в длину. При ширине пруда в 10 метров этого вполне достаточно, чтобы с обоих берегов можно было достать до центра и почистить весь пруд. Водоросли нижним концом крепятся к дну водоема, поэтому, когда их вытаскиваешь, они тянут за собой и верхний слой ила, что в принципе очень удобно, так как заодно удаляется грязь, которая лежала на дне. Листья, веточки, дохлые лягушки и жучки. Проблема механического способа уборки тины состоит в том, что водоросли размножаются гигантскими темпами. Количество водорослей увеличивается в геометрической прогрессии, то есть 2, 4, 8, 16. Поэтому существуют даже проекты, как накормить все растущее население продуктами из водорослей или использовать
водорослевые фермы при длительных космических перелетах. Кстати, этот способ питания пилотов космических кораблей отражен в знаменитом фильме «Матрица», когда они кормили Нео после пробуждения какой-то белковой жижей. Красотка тоже помогает бороться с ненавистной Тиной. Однако это мало помогает. Смотреть на это болото и ничего не делать я все же не мог. Поэтому я решил провести эксперимент. За какое время пруд опять зарастет тиной после ее уборки. Для чего? После чистки пруда граблями я сделаю фотографию, а затем приду через несколько дней и сделаю еще одну фотографию и сравню результат. И вот что из этого получилось. Это фотография пруда после чистки. Остались только маленькие клочки тины, которые не зацепляются граблями. А это вид пруда на следующий день. Маленькие клочки разрослись и придали пруду опять неприятный вид. Ну а еще через 3 дня картина совсем ужасающая. Такое ощущение, что пруд и не чистили. Стало понятно, что удалять водоросли из пруда механически все равно, что носить воду в решете. Вариант с известкования пруда тоже отпадает, так как непонятно, как известь повлияет на кувшинки. Поэтому было принято решение вновь запустить карпов. Ведь раз после замора выросли водоросли, значит надо вновь запустить рыбу. Причем рыбу не любую, так как не вся рыба такая прожорливая и ест все подряд. И не вся рыба так роет дно и мутит воду. Ведь в промышленных масштабах борются с цветением, уменьшая прозрачность воды, чтобы в нее проникало меньше света для развития водорослей. Делают это при помощи специальных красителей, либо при помощи насосов, которые поднимают муть со дна. Вот в качестве таких насосов карпы очень хорошо подойдут. Плюс голодные карпы съедят все водоросли. Когда карпы сидели у меня в аквариуме, они съели там всю растительность, даже такую жесткую и непривлекательную, как кладофора шаровидная. Это такой мох в шариках, больше похожий на теннисные мячики. Если вы были в зоомагазине, то непременно видели это удивительное растение. В общем, опять в путь за карпами в Подмосковье. К сожалению, у разводчиков поснимать нормально не удалось, так как они не очень хорошо реагируют на съемку. Однако несколько кадров сделать все-таки удалось. К сожалению, карпы кои к началу июня уже закончились, поэтому пришлось купить 5 килограмм сигареток обычного карпа. Но в этом есть свой плюс. Теперь можно будет не только смотреть на рыбу в пруду, но еще и попробовать поймать ее на удочку. Пятичасовую дорогу до Ярославля карпы перенесли хорошо, в 60-литровой пластиковой бочке из пищевого пластика. Везти карпов в БУ бочках из-под химикатов я бы не советовал, могут не доехать. Почти все карпы доехали, кроме одного. А почему она лежит? Устала. Устала. Я хочу ее тронуть. Ты ее можешь даже вытащить. Я боюсь. О, Одна это еще ерепенится. Или нет? Или у меня руки не те? Руки не те. а меня? А у тебя те можешь доставать только закатай. Для перевозки в бочку был опущен распылитель, подсоединенный к обычному автомобильному насосу для подкачки шин. Автомобильный насос очень производительный, поэтому, когда я его включал, вода в бочке вскипала, прям как в биофильтре в УЗВ. Единственное, так как насос очень шумный и не предназначен для работы без перерыва в течение 5 часов, я включал его на 5 минут через каждые 15-20 минут. Этого вполне хватало.
Где же ты, золотая рыбка? Да, где же ты, золотая рыбка? Я ее вижу. А ты отойди чуть-чуть, сейчас все рыбки вверх поднимутся. Они тебя боятся. Они видят тебя и боятся. Перед запуском измеряем рыбу, чтобы проследить динамику роста карпов. В садках карпов не кормят, поэтому они тощие, голодные. В общем, то, что нужно, чтобы пруд очистить от тины. Сейчас давай поймаем одного карпика и померим, сколько он длинный. Я боюсь. Видишь, какой живой. О, ну Тихо, тихо. Убери. 12 сантиметров. А маленький карпик в длину 10 сантиметров. А вот это? Там видно хоть? Да. Давай лизиного померяем. А Лизин карпик 12 сантиметров. Какой большой. 11. У меня 12. В общем, от 10 до 12 сантиметров карпики. Только сколько они весят, не взвесить. Весы, к сожалению, не работают. Вась, ты почти 2 поймал. Но они тощие, видно, у них давно сидят в садках. Тощие. Ну, такие жиденькие. Сейчас все сожрут. Она не уходит. Ну а теперь стандартная процедура по выравниванию температуры и химического состава воды. Постепенно добавляем воду из пруда в бочку. Сейчас скоро будут твои соседи. Что скоро будет? Соседи. Они, наверное, спят уже. Или ты думаешь, они должны прийти? Да. Не, они, наверное, поели, спать легли. Уже сколько комарья. Все? Да, все. Да, пора запускать карпов. По видео я насчитал 50 карпов, потом сбился со счета. Но по моим прикидкам здесь должно быть около 100-150 карпов. Удобно считать карпов, выплывающих из бочки. На синем фоне их хорошо видно. Если кто-то считает быстрее, чем я, то напишите ваш результат в комментариях. При весе одного карпика где-то 30-50 грамм, в килограмме их должно быть около 20-30. Ну а в 5 килограммах, соответственно, 100-150 штук. Единственное, так как на весах села батарейка, проверить вес карпиков не удалось. Теперь остается проверить, как изменится вид пруда после запуска карпов. А тем временем карпы и не спешат выплывать из бочки в незнакомую среду. Боятся. Хоть и в пруду вода более богата кислородом. А они длительное время ехали в маленькой бочке, кислорода было мало, и явно свежая вода им понравится. Ой, меня кусают в плечо. А, их в бочке видно, они выплывают, их становится не видно, смотри. Они там сразу вниз прячутся. А, меня в ногу кусают. Сейчас упаду. Вниз, еще ниже. Там кеды, ага. Ой, я больно укусил-то. Ой. Снимаешь? Да. Все, побежали. Через 12 дней после запуска карпов от тины практически не осталось и следа. Только в дальнем конце пруда
Осталось немного недоеденных водорослей, но их скоро съедят. Теперь будем проводить контрольные обловы для фиксирования скорости роста карпов, ну и так для себя, для удовольствия, посидеть с удочкой на берегу, глядя на застывший поплавок. Это очень расслабляет. Но в свой пруд я планировал запустить вовсе не карпов. Карпы – это вынужденная мера для борьбы с водорослями. В пруд же я планировал запустить совсем другую рыбу, за которой я отправляюсь в Астрахань на рыбалку. Ну а за какой рыбой я туда поеду и почему ее не проще купить у разводчиков, вы узнаете в следующем ролике. Ну а нас ждут новые приключения. В Астрахань за рыбой! А кому понравился этот ролик, подписываемся на канал.